Привет, величественные генералы! Кто готов к новому легендарному приключению, новому вызову и новому сражению? С момента выхода арахнофобии немало времени прошло, но дорожная карта четко давала понять, что та битва не была последней. Уже в тот момент многие фанаты Альянса видели в туманном силуэте образ короля обезьян и невольно задавались вопросом, неужели в игру вернут того самого героя Kingdom Rush Frontiers Сайтама? Так ли это на самом деле? Сперва Ironhide представил миру тизер предстоящего ДЛС, где, как обычно, ничего не понятно, но очень интересно. И практически сразу, буквально через сутки, вдогонку полетел и основной трейлер, где нам был представлен новый герой игры, новая башня и, конечно же, образ самой угрозы. Точнее, трио безжалостных королей демонов, сбежавших из своих древних тюрем и похитивших магические артефакты, которые могут погрузить королевство в хаос. Никогда такого не было, и вот опять. Первый демон — это красный парень, сидящий верхом на жутком драконе и безумно напоминающий Хеллбоя в его юные года, который, скорее всего, будет гадить в течение всего прохождения, а под конец уровня подрастет, но по итогу все равно проиграет. Дальше на очереди принцесса Железный Веер, рогатая бестия, тихо попивающая чаек в своих покоях, но разозлившись, лично выходит на сцену, чтобы напугать нас своим веником. Ну да, как же. И, наконец, последний из трио плохишей. Король королей демонов — Бык. Свирепый и лютый, но, как по мне, слегка бледноватый. Наверное, очень долго сидел в заточении. Ну а почему, собственно, и нет? Короли пиратов были, и это, как по мне, одно из лучших творений игровой студии Ironhide. И вот теперь короли демонов. К тому же разместились эти подражатели Молоха на 5 древних мистических островах, где мы повстречаем 18 новых смертоносных врагов, от мифических существ до воинов в железных доспехах. Некоторые из которых прям настоящие актеры драматического театра. И что касается самих уровней, судя по постерам, они будут действительно яркие, красочные и живописные, в лучших традициях Альянса. У меня уже много параллелей с другими частями игры, но более детальнее поговорим уже в момент прохождения самого дополнения. А это повод подписаться на мой канал и поставить лайкосик под видео, если еще этого не сделали. Теперь, что касается героя. Все, кто голосовали за Сайтама, наполовину были правы. Как известно, образ героя Фронтирса основан на Сунь-Укуне, китайском литературном персонаже, являющем собой царя обезьян. Теперь же в игре по ходу представлен лично сам Сунь-Укун. Персонаж дерзкий и очень самоуверенный, как и подобает царю. Сунь-Укун разбрасывает дубликаты своего посоха исполнения желаний, блокируя небольшую группу врагов. Также, скорее всего, имеет возможность призывать парочку обезьян-миньонов себе на помощь. А еще маленькую и мне не очень понятную свинку Пеппу с огромным молотом, которая, к тому же, в какой-то момент увеличивается в размерах и знатно херячит всех врагов по площади. Либо это просто уровневый персонаж. Должны же быть в этом дополнении какие-нибудь уровневые башенки. Но вот что точно, так это кулак возмездия героя. Царь обезьян прыгает высоко в небеса и обрушивает на врагов огромную колонну, нанося ущерб всем врагам в радиусе поражения. Как и обрушивается на врагов образ огромного белого дракона, чем-то напоминающий Канджин Луна, персонажа и одного из боссов игры Темный Миф, с которым Вуконг сражается на просторах замерзшего озера. Как по мне, очень даже интересный и многообещающий герой. Не терпится испытать его в реальном бою. Но все же больший лично для меня интерес и некую загадку представляет новая башня дополнений. В силу запрета освещения информации, которая выходит за рамки трейлера, я не могу рассказать о всех механиках и нюансах данной башни, а они тут есть, уж поверьте. Но постараюсь максимально детально разобрать ее, исходя из увиденного в самом видео. Мастера бамбука — трио величественных панд, обладающих разными навыками, имеющие разный образ и стиль, а соответственно можно предположить и разные личные характеристики.
Именно это демонстрирует и сам трейлер, показывая, что новая башня, скорее всего, казарма, где каждый юнит имеет свой уровень здоровья и способность использовать ту или иную силу стихий. Но есть и другая сторона медали. В одном из моментов трейлера можно наблюдать анимацию перемещения панд обратно на пьедестал, то бишь делая башню стационарной, где каждая из панд ведет дальнюю атаку по своим врагам. Словно шаман орков из Ведженса, накидывая то метеоритным дождем, то разрядом молний. Скажете, смена режимов, что тут нового? Все просто. Хорошо, а как тогда объяснить одновременное нахождение панд и на тропе, и на пьедестале? При том, что, как показано на скринах и в трейлере, этот режим также непостоянный. Как пример, двое в поле, один на башне, либо один в поле, двое на башне. Под каждый режим свой отдельный переключатель. Что на это скажете, умники? Напишите в комментариях свои предположения. Но тоже руки чешутся опробовать эту новую башенку. Ну и ко всему прочему, данная ДЛС предлагает нам открыть 4 новых достижения и разыскать разнообразные пасхалочки, полные старинных сюрпризов. Как по мне, даже чисто из-за героя и новой башни предстоящее дополнение стоит внимания и времени. И стоит того, чтобы дождаться его релиза, которое состоится 25 сентября этого года. Живописные карты и на минуточку 18 новых врагов во главе с 3 королями демонов также добавляют жуткий интерес к предстоящему обновлению. Но при этом, как говорится, лучше заранее сильно не очаровываться, чтобы по итогу сильно не разочаровываться. Ну и конечно же будем ждать репортажей о новом герое и башне от самого известнейшего обозревателя королевства Овечкина. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Ну а на этом пока все. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Па-па.